Источник бесперебойного питания для роутера. Здесь нужно увеличить потай, чтобы шурупы не мешали аккумулятору. У этой платы заряд берется с одних контактов, а разряд с других. У этой платы и заряд, и разряд с одних и тех же контактов. Попробую обе, какая лучше, узнаю. Все эти контакты будут соединены вместе, то есть аккумуляторы будут установлены параллельно. Понижающий модуль с регулировкой тока и напряжения. Блок питания 19 вольт 2 ампера. На модуле установил 13 вольт и ограничил ток 2 амперами. Этот светодиод показывает, что работает ограничение тока. Этот, что идет заряд. Хочу добавить светодиод, чтобы немного освещал лестницу. Ток около полампера. Иногда бывает 1,5. Отверстие для вентиляции. Эта плата не подходит.
Потому что разряд всегда берется с аккумуляторов. Блок питания их подзаряжает и отключается. Потом, когда напряжение падает, он их подзаряжает и опять отключается. То есть, даже когда есть энергия на блоке питания, разряд все равно берется с аккумуляторов, пока они не разрядятся до определенного значения. Это неудобно, потому что электричество могут отключить как раз в тот момент, когда аккумуляторы почти разряжены. Нужно использовать плату, где заряд и разряд с одних и тех же контактов. Вот эту. Установил ее, и теперь все отлично. Этот блок уже работает почти 2 года. Держит чуть больше суток. В таком варианте энергия всегда берется с блока питания. А аккумуляторы тихонько ждут. Есть такие провода, которые подключаются к пауэрбанку и потом к роутеру. Он от них постоянно перезапускался. Посмотрим почему. Нужно 12 вольт 1,5 ампера. «12 вольт пол-ампера». Теперь уже 10 вольт и почти пол-ампера. Что показывают эти индикаторы, я не знаю. Подключу резистор на 3 Ома. Здесь нет индикаторов. Зато 12 вольт. Какая точность. Нужно ходить и перевтыкать вот так штекер, чтобы роутер заработал.
Вообще пол-ампера это мало. Поэтому роутер перезапускался. Когда замеряешь емкость аккумуляторов и вдруг выключили электричество, все замеры не сохраняются. А так все нормально.